Всем привет, меня зовут Влад, и сегодня я покажу, как передавать новые письма из Mail.ru в Google Sheets. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые письма из Mail.ru в другие системы. Например, в Google Sheets вести учет ваших писем, удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними. А теперь перейдем к настройке. Для начала нужно создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Mail.ru. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Получить письма новые». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Mail.ru к системе Apex Drive. Вводим ваш email. Для того, чтобы получить пароль, его необходимо сгенерировать в личном кабинете Mail.ru. Переходим в ваш кабинет и открываем пароли и безопасность. Кликаем на пароли для внешних приложений. Добавляем пароль и вводим ему название. Вводим пароль от вашей почты. Копируем новый пароль и вставляем его в окне Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо выбрать папку, из которой будет происходить выгрузка писем. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших писем. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных Mail.ru успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Теперь необходимо указать действие «Добавить строку». Далее необходимо подключить ваш аккаунт Google Sheets к системе Apex Drive. Вводим ваш email и пароль от аккаунта Google. Даем разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо указать файл и лист, на которые будут передаваться данные из Mail.ru. Если ранее вы давали название своим колонкам, они подтянутся в скобках возле каждой из них. Для того, чтобы назначить переменную из Mail.ru в колонку, кликните на нее и выберите необходимую переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Продолжить».
На этом этапе мы видим тестовые данные, которые будут отправляться в Google таблицу при получении нового письма. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!